Дверь едва отвори, и тотчас все вернется на место. Пароходик у пристани ели и туи. Старушке, что кормит уток, видимо, столько же лет, сколько Лени Рифеншталь. У подножья холма распускающиеся каштаны помоложе. Возможно, ровесники ее кинолентам. Влажно, светло. В прошлогодней листве копошится еж или чья-то душа. Живой и мертвой водой полнится дол. По прогнозам Цельсия с Фаренгейтом будет весенний денек. Тенью покрыто прошлое, и настоящее тоже. Первые ясные дни полируют мосты в этом мирном углу Европы, между Ванзе и Потсдамом, там, где многое было, но больше, наверное, не будет. Который уж день видим взъерошенную ворону в саду, иногда на крыше. Древние бы посчитали знамением упорства ее. Выныривая из гущи деревьев, прыгает по антеннам с одной перекладины на другую, боком блестя, как жидкий металл под стеклом термометра. Мы не в силах понять, что сие означает. Может, начало агонии? Прошлое не проступает и все же пытается что-то сказать. Может быть, эта ворона больше знает про нас и про истории грязь, чем мы сами. Что она хочет напомнить своей чернотой? Черные фотоснимки, радистов в наушнике, подписи на документах, застывший зрачок безоружного, арестантский башмак, чемодан беженца. Это мы помним и сами, это нам мудрости не прибавит. Птица — лишь знак упорства и терпения. Проси, и тебе они дадены будут. Происходит сейчас, очень пугает. Очень пугает, в частности, меня пугает. У меня есть об этом стихи, даже вот эти стихи про Хроноса, океан и Мнемозину, детей Урана, то есть неба, и Геи, то есть земли. Они рождают время, океан и память. И что теперь Уран и Гея опять сочетаются браком, опять рождают Хронос. Опять рождают Хронос, опять рождают время. А время – это всегда опасность. История – это всегда опасность. История – это всегда угроза. Вот эту угрозу сейчас я чувствую очень сильно. Ну, дай Бог, чтобы я ошибался. Может быть, то, что действительно сейчас гораздо вероятнее, что погибнет вся цивилизация, все человечество, это более вероятно, чем это было в 1939 году. Может быть, это остановит, как это, собственно, останавливало и советских вождей. С другой стороны, и американских вождей это останавливало 50 с лишним лет. Я очень надеюсь, что эта механика продолжает работать. Иногда начинаю сомневаться, а вдруг она уже перестает работать, потому что люди многое забыли, потому что Мнемозина плохо исполняет свою задачу. А поэты – это и есть Мнемозина, поэты – это то, что должно помогать исполнять задачу памяти. Вот мы этим, собственно, и занимаемся. Если нам не удастся, значит, мы очень плохо работали.
Мы видим, как это использует Россия, как использует миф Великой Победы в Великой Отечественной войне. Мы могли бы думать, что миф это что-то, что объединяет, но этот миф, может, он каким-то способом объединяет русских людей, но с другой стороны, этот миф используется для политической борьбы с другими государствами. Например, с государствами Восточной Европы, которые свою историю, эти государства смотрят на свою историю по-другому. Например, не воспринимают того, что произошло в 1945 году, как освобождение. Для них это было, поменялась одна оккупация, поменялась на другую. И этот миф, который используется сейчас в России, он чужой для этих стран, для этих народов. Можно сказать, что это так, и про поляков можно это сказать. Если мы говорим про историческую память, это совсем по-другому у латышев, эстонцев, литовцев и у местных русских. Если мы говорим про путинскую или кремлевскую пропаганду, но она очень влияет на русскоязычное население тоже в этих трех странах. И это большая проблема, потому что у Литвы, Латвии и Эстонии, как независимых государств, есть такая попытка, чтобы русское население в этих странах тоже думало про советскую оккупацию, про историю 20 века, так как думают литовцы, эстонцы и латыши. Это не совсем возможно, потому что, во-первых, у русских совсем другая историческая память. И месяц назад у нас был 9 мая. Если мы увидим Ригу, Даугавпилс или Таллин 9 мая, там очень большой праздник для русского нацменьшинства. Там Георгиевская ленточка или иные символы. И это ужас для литовцев, эстонцев и тоже для литовских, эстонских и латышских политиков. Но я думаю, что есть попытка в Риге, в Таллине, есть попытка, чтобы русские думали то, что эстонцы и латыши думают про историю 20 века, но это это совсем не просто, потому что есть другая историческая память, тоже пропаганда из Российской Федерации влияет на умы русского нацменьшинства. И можно сказать, что долго балтийские государства, у них никакого плана не было, чтобы можно было сделать это. Потому что только после Крыма, только после войны в Украине, например, в Эстонии создана русскоязычная телевизия ЭТВ+. И таких попыток через 25 лет в балтийских странах не было. Но все думали, что русские должны говорить на латышском, на эстонском. Но это, в принципе, хорошо. Но русский язык это просто язык этих людей. И не можно забывать тоже про качественную журналистику на русском языке, на которую не влияет кремлевская пропаганда из Москвы, из Российской Федерации. Я думаю, что сейчас уже очень поздно, и много людей, много русских в Латвии, в Эстонии, в Литве, но они находятся под очень большим влиянием российской пропаганды. В идеальном мире, наверное, был бы один единый ответ Европы на угрозу со стороны России. Но он возможен только в идеальном мире, а мы в идеальном мире не живем. И есть многие влиятельные люди, влиятельные интеллектуалы, писатели, журналисты, политики, которые думают, что
с их точки зрения как-то не можно отделить уважение к российской культуре, например, отделить от отношения к российской власти. Но они думают, что Россия не так уж опасна, ну, потому что Пушкин, что Лермонтов, что Достоевский и так далее. Видите, они уже это не скрывают, и они с таким смехом, они троллят западных людей, потому что западные люди воспитанные, цивилизованные, они ничего подобного даже не могут себе представить. А эти уже до такой степени отвязались, как говорят, как Сурков. Он говорит, а нам не надо ваш Запад, на свой путь, у нас глубинный народ. Глубинный народ, да, а мы этого всего только одеваем только когда идем в гости. Да, ну, конечно, Вот. конечно, да, я это все хорошо понимаю. Я понимаю, что это хамский язык. А для чего они Это не новый, только это не думайте, что это новый язык. Мастером этого языка был Андрей Вышинский, не как прокурор, только как посол Советского Союза в ООН. Он был послом, и он говорил так же само, но не Бензия, это его очень плохой наследник. Тот был, и он так же само говорил. Так же само. Хамско, твердо, знаете, на таком языке Россия хотела бы общаться, потому что аргументов нет. Аргументов нет. Но да, ну и что мне сделаете? Ложек нет, и что мне сделаете? Это нет, это есть такое, но это тоже какой-то признак такого декаденции, упадка. Если нет у нас настоящих хороших аргументов, мы будем притворяться сумасшедшим стопором, который бегает и все боятся. Дорогая Мася, ты была его боевой подругой много лет, а он хочет тебе здесь бросить, в Россию, оставить тебе, или что-то хуже, может быть, даже съесть. Знаете? Но, дорогая Мася, ты не переживай, мы тебе приютим. Что это было? Это был официальный твиттер Министерства иностранных дел Российской Федерации, где они обратились прямо к моей кошке. Будем сражаться, будем строить свое будущее вместе. Мы ничего не забудем и ничего никому не простим. И победа обязательно будет за нами. Никаких сомнений. Если либералы выйдут на улицы в очередной раз, я буду пиздить их цепями. У него ДЦП. Я думал, что прощаюсь не с тобой. В тот вечер за воротами Содома, в тот вечер, когда ветер нес навстречу сухую бурю. Тогда нас каждый камень окликал, терновник звал, цепляясь за одежду, забыться, оглянуться, отказаться. Дорога, уводившая за холм, была пуста. Как пуст остался дом, в который нас когда-то привела одна судьба, раздвоенная прежде на «ты» и «я». Теперь они как будто сходились ближе, если вдаль глядеть с высокой кровли брошенного дома. Беда всегда сближает двух бездомных, их окружая холодом вечерним. Немного оставалось до холма, немного, но сжимала с каждым шагом сухими пальцами разлуки горло. Я думал, что прощаюсь не с тобой. Я думал, что потеря смотрит в спину. Она же как солома
перед мулом, чтоб шел быстрей, неслась передо мной. Погонщик хитрый нес мою потерю на длинной жерди. Шутка искушения. Еще была собака, и она бежала впереди, хвостом виляя. И первой добежала до холма. Мы поднялись за ней, уже стемнело, с той стороны холма лежал туман. И тут собака принялась скулить. И тут багрово озарилось небо, и отголоски бури доносили горящего Содома голоса. Я вспомнил улицу, на ней колодец, и у колодца стая голубей, которая плескалась в луже. Помнишь, ты мне в кувшине принесла воды? Теперь, должно быть, огненные птицы в кипящих лужах гибнут от жары. И тут я понял, что свою потерю я нес с собой. Собака без оглядки бежала к дому. Случай искушения. Ты оглянулась. Нет, я точно помню. Ты оглянулась, чтобы ее позвать. И больше ничего. Возможно, слезы, когда их долго-долго удержать, становятся от горя чистой солью и покрывают сердце, а потом все тело превращают в столб страдания. Ну, мне кажется, что это просто какой-то нонсенс. То есть я знаю, там, что артистов... У нас должен был... Я была сейчас в Эстонии. Мы собирали такой же документальный материал об Нарве и России, об границах, о разломе. И к нам должен был приехать артист, а его задержали. То есть его задержали, и он сидит в тюрьме, и непонятно. Ну, то есть, как бы, ну, это как бы так страшно, ну, то есть, это смешно, потому что это, ну, как бы страшно. Вот он тоже вышел на этот, а мы раньше приехали, вышел на этот митинг, его задержали, вот, но, слава богу, его там через какое-то время отпустили, но, как бы, непонятно было, то есть, он просто тоже артист, который вышел, и это просто абсурд. Ну, это абсурд, такого просто не может быть. Ну, просто такого не может быть. И от этого становится очень страшно. То, что бьют там женщин, забирают просто людей, которые стоят на улице. Полное опустошение современного человека, который практически уже не воспринимает то, что заложено в музыке, потому что он потерял душу, да? То есть люди просто не прочитывают буквально. Вот, например, то, что должно быть совершенно очевидным, там, скажем, Иисус, да, идущий на Голгофу у Бога. Поступ, да, Иисус. С крестом. Ну, очевидно, да. Очевидно, что Бог думает. Мерная поступ. Люди не прочитывают. Они начинают, недавно какой-то, это вторая часть из концерта, который существует и для скрипки, и для клавира. И вот они начинают импровизировать, играть. Выразительно, по местечковым играть. Не прочитываются самые простые, элементарные вещи, да, там голос Иисуса. Ничего не в состоянии озвучить. А ведь музыка – это бесконечное количество образов. Образы не прочитывают, не помнят. То есть мы абсолютно в каменном веке. Совершенно. У нас каменные люди на каменных сценах, и сидят люди из камня. Все. И вот надо об этом говорить, об этом не говорить, надо об этом надо кричать. Общее моральное разложение тоже очень страшно. Если говорить о том, к чему все это приведет, разложение, то здесь тоже огромное поле разных возможностей. Если там будет диктатура схлопываться и исключительно зацикливаться на продлении своей власти, то, конечно, они сконцентрируются, наверное, на том, чтобы как можно дольше гнобить свой народ и как можно дольше из него пить кровь и заниматься своей садистической практикой, продолжать. Но есть, конечно, большая опасность большого взрыва, поскольку люди там у власти страшно ущербные, ненавидящие весь мир. Это все такие
современной инкарнации литературных героев, от Смердякова до Передонова. Вот они руководят всей политической жизнью. Способны ли они уничтожить весь мир? Да, способны, конечно. Эта территория напичкана всевозможными орудиями разрушения. Все возможно. Что-либо предсказать нельзя, поскольку ситуация совершенно абстрактная. Мы имеем громадную территорию, мы имеем громадное количество умственно поврежденных и психически поврежденных людей, которые обладают гигантским ядерным потенциалом, которые иррациональны. И шансы здесь 50 на 50, как это все будет развиваться. То есть либо они погибнут сами из-за своих бесконечных пороков, если мировое сообщество будет достаточно реактивно реагировать, или они уничтожат весь мир, что тоже вполне возможно, это тоже очень страшно. Именно потому Россия живет плохо. Живет плохо и тяжело, так сказать, каждое поколение приносит в жертву следующему. Вот следующее зато поколение будет создавать глубокие духовные ценности и так далее, но при этом будет так же голодать и, так сказать, так же жить в нецивилизованном совершенно духе, как все прежние поколения. Я не совсем понимаю, зачем это нужно и зачем это проповедуется. Что касается Достоевского я люблю читать, но я не люблю его взгляды. И то же самое касается многих русских так называемых почерников, включая Шукшина. Читать, да, это интересно, это часто хорошо написано, но это продвигает совершенно неверную, так сказать, позицию. Есть другие русские писатели, которые мне ближе. Мне ближе Набоков, мне ближе Мандельштам, мне ближе Бродский, мне ближе Ахматова, у которых та же русская душа, она выглядит как-то иначе. Как-то иначе и как-то ближе к нормальному человеческому отношению к жизни. Вот нормальные для меня это западные, но я думаю, каждый, кто побывал на Западе, скажет, что это более нормально, чем то, что происходит у нас. Мне кажется, что много достаточно людей, много интеллигенции и людей, которые, во всяком случае, связаны с театром, точно, вот наших друзей, которые занимаются там и вот в Гоголь-центре, или кто занимается театр ДОК, например, очень, очень это как бы вот ощущается, я вижу и среди вот прогрессивной, скажем так, молодежи, вот у меня там брат двоюродный, он мне всегда говорил: Даша, но каким образом, вот, этот как бы, когда я еще была в балете, это же твоя жизнь, вот если ты сам не выйдешь и ничего не сделаешь, кто за тебя сделает, вот так тебя и будут все время. Мне казалось, вот, а сейчас, да, мне кажется, что есть эта надвигающаяся угроза, и чувствуют ее только те, кто непосредственно как бы выходит на какие-то вот эти там мирные митинги или что-то говорит. Есть люди, я прям знаю их очень много, которые пытаются от всего этого закрыться и заниматься только своим делом, и меня это не коснется. И мне кажется, что как-то все это вырулится само собой. Вот. Мне кажется, что это ощущается. Поскольку же много людей куда-то уезжают, эмигрируют. Это странный парадокс. Властные институты усиленно насаждают создание общественных пространств, культурных кластеров и пропагандируют идеи об активном участии горожан и жителей в общественной жизни, идеи партиципации и вовлеченности. На деле же, как мы видим, в этих прекрасных общественных пространствах доверчивых горожан просто варварски и жестко мочит и винтит. Осознаем ли мы с отчетливостью, протестуя или просто негодуя, что когда бьют палками и винтят нас, наших друзей или наших детей, это делает наша же команда, наши, так сказать, смежники. Просто они служат в другом отделе нашего департамента. Осознаем ли мы, что та же рука, та же авторучка и даже те же чернила, которыми сегодня подписывают
наш с вами, дорогие коллеги, прекрасный, передовой, проникнутый новейшими урбанистическими идеями, визуально почти не отличающийся от какого-нибудь швейцарского или голландского проекта, на завтра эта же рука, эта же авторучка и те же чернила подпишет распоряжение о жесткой зачистке протестующих, выводе на улицы бесчисленных серых и черных рот, автозаках, арестах, избиениях и неправосудных приговорах. Осознаем ли мы еще с большей отчетливостью, что роль, цель и задача всего этого передового урбанистического движения сымитировать внешнюю как бы европейскость, всемирность, принадлежность цивилизации, пронизанной заботой о горожанах. Это вообще абсолютно какой-то мир свой. То есть ты вообще не видишь ничего, кроме вот там балета, залов и всего. И мне действительно было очень мало дела до того, что происходит вокруг, потому что казалось, что вот это заполняет все твое пространство. Вот. А потом, когда я пришла в театр, то есть я поняла, что, как бы, вот это, можно сказать, диалог с собой. То есть я вот себе прошлое сказала бы, куда ты вообще смотрела, как это может быть? А мне тогда казалось, что меня это абсолютно не интересует. Я живу в своем мире, и меня ничего не волнует, что там происходит на улице. Я, главное, вот дошла до храма искусства, я там, значит, станцевала, я там что-то сделала, я свою какую-то службу сослужила, и все. И потом, поэтому я сейчас уже отношусь к людям, которые с такой позиции, что я занимаюсь театром, вообще занимаюсь чем-то высоким, таким интересным, и мне вообще нет дела ни до чего. Я просто это принимаю, говорю, да, наверное, как бы, у вас так, там, у меня по-другому. Мне кажется, это бесполезно переубеждать. То есть сам человек, вот если он решит, что для него это важно. Мне кажется, там три типа есть, 3 типа мотивации, 3 типа поведения внутри этого. Там есть люди, которым нравится не режим, а его творческая мощь, как это и было при нацизме. Гергиеву, мне кажется, нравится просто, что путинизм является победительным, мощным. И внутри него ты можешь делать то, что хочешь, потому что тебе открыты возможности внутри него для твоих каких-то мощных задач. Хотите, поставим это, хотите это, мы можем получить на это деньги, у нас будут декорации, все. Я реализую свою творческую задачу. Я думаю, что Гергиев совершенно полностью себя внутренне как бы отождествляет с такой победительной мощью путинского режима. Вторая позиция, которая там существует, это позиция того, что я совершенно внутренне не совпадаю с этим режимом, как бы его трендом основным, и с его идеологией. Она, мне кажется, похабная, эта идеология, и крайне такой поверхностной, но тем не менее, и такая позиция была и в прошлом, кстати, встречалась, но тем не менее, мне понятны правила, по которым он работает, и я в нем как бы реализую свои задачи, сохраняя при этом, очевидно, критичность. В Москве, в Петербурге есть масса интеллигенции, которая настроена, да и не только во всех городах-миллионниках, настроены совершенно критично. Более того, если мы просто посмотрим на все эти центры креативной индустрии, которые теперь есть даже в Омске, да, не говоря уж о Новосибирске и Екатеринбурге, там сконцентрированы молодые дизайнеры, какие-то немолодые дизайнеры и так далее, люди, молодые философы с образованием, они все критично относятся к этому режиму, но они внутри него действуют, потому что вот такова историческая ситуация. И третья позиция, которая там есть, это позиция... она выражена, вот, как бы, собственно говоря, политикой Мединского, и теперь она выражена политикой Кириенко. Это молодые карьеристы. Они и в культурной жизни есть, разумеется. Это люди неглубокие. Они, кстати, были и в советское время, они и в Германии когда-то. То есть во всех тоталитарных режимах они играют важную роль. Они, может быть, не очень глубокие и умны, но они очень дисциплинированы. И они очень легко понимают как бы тренд и направление. Они с радостью реализуют это. Вот буквально потому, что они чувствуют, что они на этом вырастут. И сама власть создает им определенные коридоры и возможности. Они говорят, вот если ты будешь таким, как бы, ты будешь лидером России. Вот тебе на конкурс «Лидер России», приноси свой, значит, вот художественный проект, условно говоря. Художественный проект чего? Вот, например, вот этого вот дигитального пространства величия русского оружия. На самом деле, надо понимать, что
это безымянные герои, так сказать, их никто не видит. Вот для того, чтобы создавать вот все эти бесконечные выставки, все эти презентации, да, вот этого, всего этого атомного православия, где, значит, Серафим Саровский сливается с атомной бомбой в одно целое, да, для этого нужно очень много людей, очень много дизайнеров. Да, они плохие, но это дизайнеры, они образованные люди, они подготовлены. Во всяком случае, они 3 года это изучали. Значит, для этого нужны музыканты, которые это обеспечивают, потому что там есть звукорежиссура, и подбираются вот эти все марши, вся вот эта вот, значит, красивая патриотическая музыка. Значит, для того, чтобы снимать поток вот этого документального кино, которое заказано Минкультом сейчас, значит, ко всем праздничным датам, начиная как бы от там 1500-летия взятия воображаемого города в борьбе с воображаемым хазарским каганатом, значит, или там что-нибудь подобное. Для этого нужно очень много людей. И вот они, это 3-й такой тип. Вот эти все 3 группы, они образуют в результате такое единое пространство, потому что молодые карьеристы смотрят на Гергиева и думают, ну вот он же играет, у него все хорошо, большой театр, огромные бюджеты. Мы вот сейчас начинаем в «Молодых лидерах России» еще 2 фильма, и мы тоже будем уже, да? А в креативной индустрии, как бы, вот эти все критически настроенные люди, ну, они просто дистанцируются. Просто, как бы, они все время нам хотят сказать всем, что, послушайте, не надо задавать этих вопросов. Мы и так в трудном положении. Не нужно нам предъявлять какой-то счет, понимаете, в том, что мы здесь идем на какой-то компромисс. Смотрите, вот Модест Петрович бросил эту записку с «Титаника» 150 лет назад. Ну вот, 150 лет бутылка плыла до сюда, до Цюриха. Пока его соотечественник прочитал Цюрих. Сначала похоронные колокола страшные. Потом он включает средние колокола. Потом малая звонница. И выходит к солнцу через свою прогулку. Сейчас сыграю вам весь переход, как он идет от смерти на протяжении нескольких тактов. От смерти к жизни. Здесь он хоронит и себя, и Россию, и своего друга. На протяжении 2 тактов Я подумал, а какой может быть выход из этого абсолютного тупика, в который коммунизм и этот красный фашизм довел Россию, исключая короткий период Ельцина, которого сейчас проклинают как только могут. И когда уже эксперты говорят, что возврата нет, уже так изменили, так переработали целый народ. А вот эти молодые политологи говорят, ну не совсем так. Потому что вот это поколение 20-30-летних, они в мировом интернете. У них информация и информационное мышление другое. И когда они будут уже не в подрастающем меньшинстве, когда их будет много, вряд ли сумеют их обработать на фашистский манер. Они уже, и у них есть критическое понимание, что мир многообразен, что Россия – это не страна чудес, а может быть проклятая страна. Можно ли изменить это вечное проклятие тиранов и даже азиатского пошиба? Можно ли изменить? Через самопожертвование, может быть, но прежде всего через новое мышление. Это формула Горбачева. Но он и не подумывал о по-настоящему новом мышлении. Но сейчас кто-нибудь может прийти с этим. Россия идет
к пропасти. Будут ли называть эту пропасть Китаем, и будут называть мировой войной, где Россия погибнет под ядерными ударами, может быть, утешая себя, что вот она навредила тоже врагу, и ему плохо, вот как нам хорошо, что врагу плохо. Да? Вот и вся утеха. А на самом деле России не станет. И не видно, кто вокруг будет плакать по России. Просто не видно. Кто будет, ах, была Россия, и ее нет. Атлантида. Как много народов скажут, слава Богу. Они сами хотели своей погибели. Мы не хотим так вот погибели. Но если они сами идут к самоубийству, изначально духовному, а потом физическое, это уже дело времени только, и дело оппонента. Как оппонент съест их сотнями миллионов китайцев или еще нанесет несколько ударов? Мне кажется, что люди, которые относятся к путинизму как к постмодернизму, условно говоря. Да, вот так вот что. Это несерьезно, знаете, это вот мы Пелевина читали, и, соответственно, вот здесь тоже такая хохма, это технологии или политтехнологии, это манипулирует людьми, но это ни на кого не действует. И больше того, в общем, понятно, что образованные люди, они смотрят и думают, да это еще и плохо сделано, все говорят, да это вот ракета туда не летит, да и кино плохое, очень похабное по качеству. И поэтому не действует. Мне кажется, что это заблуждение и довольно опасное, потому что надо смотреть угрозе в глаза. То есть даже если, и история 20 века это показала, даже если ты находишься в безнадежном положении и не можешь выйти из исторической ситуации, как бы у тебя нет шансов из нее выбраться, и ты не можешь ей противостоять, потому что у тебя нет рычагов. Но если ты ясно видишь эту угрозу, ты не должен, конечно, ни в коем случае ее микшировать как-то или искать ироническую позицию, которая тебя примирила бы с этим надвигающимся и непрерывно разворачивающимся, угрожающим состоянием общества. По одной простой причине. Многие скажут, посмотрите, разве путинизм может привести к таким угрожающим последствиям, как, например, нацизм когда-то привел, да? Нет, конечно, не может, потому что мы видим прекрасно, что это все гораздо менее энергично и менее злодейско. Но что будет, если, тем не менее, нога сорвется с тормоза, в конце концов? Если вдруг окажется, как многие планируют, что даже Путин не удержит контроль над развивающейся ситуацией в обществе, и будет какой-то следующий этап, что тогда мы все скажем? Если дело кончится, этого никто не хочет просто предполагать. Все говорят, нет, этого не будет. А если будет? Представьте себе на секунду, что мы сейчас сидим в 2019 году, и мы действительно не представляли себе аннексии Крыма. Но если в 2024 году начнется кровавая война на одном из рубежей Российской Федерации с участием, вообще говоря, вооруженных сил, а не просто каких-то парамилитарных отрядов и партизан, или каких-то спецподразделений, а реальная война. И это трупы, жертвы, и гражданское население, которое в этом погибает. Это кто тогда будет за это отвечать? И в каком положении мы окажемся? Именно поэтому, конечно, нельзя не смотреть в лицо угрозе. Когда мы видим перед собой вот эти проявления, совершенно отчетливо опознаваемые любым человеком, знакомым с историей 20 века, нельзя это игнорировать. Надо называть вещи своими именами. Этот аппарат действует вот таким образом сходным. Эта идеология реваншистская, она выстраивается в определенную линию. Неважно, какое количество людей она сегодня затрагивает, потому что легко себе представить. Один перещелк тумблера. И сама история, кстати говоря, нацизма, она ведь не такая детерминистская, как и любая история. Там были развилки и повороты. Люди Геббельса и люди Гитлера в какой-то момент чувствовали себя крайне неуверенно, очень неуверенно. Они не чувствовали такой массовой поддержки. Но сами исторические события, случайное убийство, да, или какая-то катастрофа, да, военная стычка, они
это действовало, и оно разворачивало ситуацию. Так история устроена. Нельзя так думать, что вот Владимир Владимирович Путин здесь сидит, проводя эту политику, и что он будет удерживать до конца эту историю. Это, во-первых, не так. Во-вторых, мы в нем самом не уверены, вообще говоря, с определенного момента. Значит, на что он может там пойти и не может, потому что граница допустимого там расширилась очевидным образом. Не пойдут они потом весь мир захватывать? Не захотят они бросить бомбу так вот просто? Дорогая, где можно, извините за слово, насрать, они это сделают. Точно, видно. Зачем им разные затеи, типа там Македония, знаете, какие-то дебильные попытки переворотов где-то на Балканах, которые проваливаются, но уже одно по другим. Но где только можно попытаться что-то сделать, они попытаются. Но надо понимать, чтобы позволить себе фронтальную, настоящую конфронтацию, сил у них нету. Сил у них нету. Сейчас 1,8 мирового валового продукта это Россия. И это падает. Россия теряет каждый год очень много. Дистанция больше и больше. Армия у них сейчас гораздо лучше, чем было, действительно. Одно, что Путину получилось на самом деле, это реформировать, не то, что реформировать. Реформа была, они реформу повернули вспять. То, что делал Сердюков, это уже об этом всем уже не думаю. Но дали новые порядки в армии, очень много вбухали в армию. И это видно. Но это все-таки не та сила. А прежде всего экономика. Мир должен знать, что мы на самом деле, мы их загнали в угол. Санкции, говорится про санкции, что санкции ничего не дают и все такое. Да, это неправда. Санкции дают и очень сильно бьют. Но и без санкций. Еще в 2013 году никаких санкций не было, нефть была дорогая и начался спад. Это просто на самом деле слабое государство. И про это надо помнить, и надо с ними разговаривать. Ты мальчик, но где ты? Где ты здесь сунешься со своими возможностями? Возможности, кроме того, чтобы навредить втихаря, у них небольшие. Ежику понятно, что архитектор – существо симбиотическое, или, жестче говоря, паразитирующее животное, не способное по природе своей существовать независимо. Всегда должна присутствовать та сила, к которой мы должны присосаться. Тот ствол, вокруг которого должны обвиться, те соки, которыми должны питаться. Но мне любопытно, что скажут те, кто осознанно, и, боюсь, даже с удовольствием, и, несомненно, с прибылью участвовал в этих имитационных упражнениях, когда в один действительно прекрасный день все это рухнет. Когда их спросят: окей, дружище, мы все учились, но почему ты был лучшим учеником, скотина такая? Я знаю, что они скажут. Это известная теория выращивания цветка в темнице. Они скажут, что мы таким образом изнутри разламывали темницу. Мы были партизанами в этой гибридной войне с собственным народом. И что мы-то и есть подлинные герои сопротивления. Что мы, воспроизводя вот это европейское, на самом деле расшатывали устои, выращивали ростки будущей свободы. Но поверим ли мы с вами в это? Эта надежда у меня была. И эта надежда у меня есть. Я ей не теряю. Знаете, я долго жил в России. У меня был большой круг знакомых, но разных людей, разных взглядов. Но мы довольно хорошо договаривались с многими. Знаете, я был участником этих белых протестов зимы 11-12 года, знаете, и я видел толпы людей, которые так думали. И вопреки того, что думается в мире,
я знаю, что это была сила, это была реальная сила. Поверьте мне, у меня аргумент сильный, но наоборот аргумент. Сколько надо было властям, Путину приложить сил, чтобы это как-то потушить, этот протест и это настроение. Надо было сделать Олимпийские игры за огромные деньги, потерять авторитет России из-за этого допингового скандала, потому что надо было всякой ценой взять все на этих Олимпийских играх. Надо было, и постоянно делается, какие законы они принимают, чтобы за одной целью, чтобы это придушить. Это то, что было. Сейчас надо было сделать войну, украинскую войну, взять Крым, тоже, а может быть даже и прежде всего для того, чтобы это все потушить, это то, что было в 2011-2012 году. Такая реакция Кремля. Там не глупые люди, циничные очень. Я некоторых из них хорошо знаю, и в разговорах я понимаю, какие они, знаете. Короче, не глупые люди. Они столько силы применяют, чтобы их реакция была адекватна акции, которая была против них. И я смотрю то, что творится, но не могу уже, потому что меня оттуда выгнали. И никуда меня туда не пустят, я это знаю. Но я смотрю, что могу, то я смотрю, что творится сегодня. Как меняются настроения в этом обществе. Как уходит этот военный пыль. Это военная пыль, это, знаете, этот энтузиазм. Крым наш уже на самом деле выдохнулся. И доверие Путину падает. Доходы людей падают. И видно, даже по этому Екатеринбурге, этот конфликт вокруг церкви, что уже что-то идет, маятник пошел в обратную сторону. Ведь последнее, то, о чем можно говорить, это то, что нельзя строить никакое здание на лжи. Потому что все построено на лжи. Все построено на лжи уже 100 лет стоит. Они скажут, ну и что? Они себя комфортно чувствуют. Логику включить, что на лжи не может долгосрочного здания покоиться. Они скажут, на мой век хватит, и будут правы. Единственный выход, утопический, конечно, это инакомыслие как инакосмыслие. Иметь смысл, другой смысл существования, который вообще отрицается и западным таким марксистским материализмом. Самое важное – это прибыль, это доходы, это рост национального дохода и возможности давать подарки народу, чтобы народ не бунтовал, а что народ от лентяйства и выродится, просто, и сам попросит каких-нибудь диктаторов, чтобы им дали смысл жизни. Могут дать вот этот сталинский смысл жизни. А как найти настоящий смысл жизни? Во взаимности людей, в братстве, в согласии, в поисках добра и взаимопомощи друг другу. Для правителей это все чепуха, это все пустые словеса, которыми кто-то пробует заговорить зубы. Каким-то христианством там. Любите друг друга, вот вам любить друг друга. Добро, активное добро, уничтожение зла, полная нулевая толерантность к отношению к глупости и зла, поскольку глупость страшна. Нужно полностью отсекать глупцов, высмеивать глупцов, высмеивать подлецов. Активную гуманитарную позицию. Нужно возрождение.
но уже возрождение не то, которое у нас был Ренессанс, а возрождение человека, который потерял свое содержание. Вот наша работа. Быдло, дайте быдло. О, там, да. Совершенно феноменально. Но там все, а Старый замок какой. Вот смотрите, какая ошибка. Старый замок, например, чудесная, да, музыка? Гениальная русско-итальянская, такой русско-итало-поп. Он ведь что сделал? Он тоже никто туда не доходил, он взял тарантеллу, видимо, в ресторане где-то слышал, и повернул ее наоборот. Тарантелла. Взял и развернул. Поэтому, естественно, в Старом замке он представляет, что там было, когда смотрит. Но еще там стоит указание темповое, которое 140 лет читалось музыкантами с двойной ошибкой. Поэтому, когда вы слушаете Старый замок, если когда-нибудь с ним столкнетесь в оркестровой версии или где-то по радио слушаете, его играют в таком темпе. Что теряет всякий смысл. Потому что люди не понимают ни о чем там, ни что там. И вот так были почти сделаны все картинки. Пророк из Литвы Адам Мицкевич сказал иначе: «Имей сердце и смотри в сердце». Тому, кто превозносил ум и ходил с увеличительным стеклом, умник такой, научный сотрудник, для которого все было объяснимо и все ясно. Почему? Потому что у него есть волшебное стекло. А ему сказали: положи, через это стекло ты не увидишь чудес. Дело в том, что я перевел в свое время эти стихи Одена, 1 сентября 1939 года, на литовский. И даже ему послал этот перевод и получил от него письмо. Потом, когда Бродский уезжал, я дал ему бутылку литовской водки, сказал: распейте ее с Оденом. И он написал мне открытку, что он это исполнил. С ума сойти можно. Что он это исполнил. С ума сойти. А потом, когда террористы уничтожили 2 башни в Нью-Йорке, да, я через месяц примерно после этого был и зашел в Нью-Йорке в «Русский самовар», в известный у Каплана ресторан, где мне иногда дают бесплатно водку, я эту водку выпил. И вдруг понял: боже мой, это же 52-я улица. I sit in one of the dives on 52nd Street, uncertain and afraid. И тогда начиналась Вторая мировая война, а сейчас, я подумал, начинается Третья. И надо написать какие-то стихи об этом. Я написал. Называется «Анно Домини». Это есть даже и по-русски, и там цитируется Оден во многих местах, что наше время погружается в мезозой, и даже, по-видимому, глубже, чем оно погружалось тогда. Вот. И что глобальное потепление, по-видимому, растопит ледники, и весь Манхэттен будет залит. Но не нужно даже и этого. Гораздо меньше бензина, чем воды, достаточно, чтобы уничтожить вот хотя бы эти башни. И эти башни там воспринимал почти как живые существа, что у них ребра, что у них кожа, это стекло, это кожа, и что вот все это горит в бензине. Вот об этом стихи, такой с цитатами из Одена. Символ зимы и чуда, звездой беспризорной в зените, город в просвет новогодний снижается Боингом круто, башни в ознобе, вирус глобального потепления,
плоского архипелага кашель и всхлип бесполезный, белесую статую ферзя из уже продутой шахматной партии сетью сковали мороси нити. Добрая четверть века, как Рубикон за спиною, колючий изгиб горизонта, прищур жалюзи украдкой. Капля зрачок расширяет, в гортани першат осадки. За углом, где мерцает реклама безлюдной киношки, спускаешься не спеша в уикенда густую прозу. Это не родина здесь, не сыщешь латинского сальве. Перед порогом паркет под ногой беглеца крошится, как ледяная шуга, витраж югенстильный лица, клиентов окрасив лиловым и розовым служит славе. Бар, хрусталь, зеркала, паруса скатертей, бронза, липовый мрамор, как тому поэта, на ту же, придя 52-ю, сидишь устрашен, одурманен, трясешься над рюмкой, покуда снежинки грязные мягко метят крестами эру, что к мезозою все глубже, глубже, чем погружалась тогда при поэте стремиться. Неописуемый запах смерти стоит, оскорбляя. Черный сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь, покамест хватит на 100 блоков, высясь над месивом камня. Скрученной стали прахом стала гордыня былая. Жара возвращает к истокам, войны первичнее мира, воды древнее почвы, льдов Арктики на поверку. Довольно, чтоб море пожрало, пусть не материк, но ту же глыбу Манхэттена, самую малость бензина нужно на радужку мускул, на кожу башни и человека. Где-то в палатке нищенской юноши снятся все те же славные игры, пламя и самолеты. Воном он не повинен, иной судьбы он не ведает. Это мы его сотворили, настала пора ответа. По полу в дыму жетон на метро со звоном скачет врасплав Геркуланума, словно сестерций.